Привет, любимые подписчики, родные друзья, девочки и мальчики любого возраста. Я счастлива вам служить верой и правдой. Колесо судьбы – ваше прошлое, настоящее и будущее. Я взяла предварительно вам оберег. На картах колесо года. Делаем расклад колесо судьбы для вас на картах колесо года. Позвольте мне сегодня быть вашим индивидуальным бесплатным тарологом. Бесплатные, потому что, как в церкви, все бесплатно для всех, кто может платить или нет. А вообще любой вот мой магический расклад – это всегда как в церкви. То есть работают духовные высшие силы с вами, помогают вам. Это при диагностике вышли такие карты, как «Вы богатая» и «Вы счастливая». То есть ваш мужчина зарабатывает, и вы зарабатываете денежку. А вы еще и рачительная хозяйка, вы умеете откладывать. Поэтому он зарабатывает на коне, то есть он днем и ночью только и делает то, что дает вам прекрасный образ жизни, прекрасный стиль жизни дает. То есть домашний, великолепный такой стиль, где все у вас есть, и достаток, и все такое самое лучшее. Но вы тоже очень серьезная хозяюшка. Вы деньги на ветер не бросаете. Но это была предиагностика, а вообще теперь будет расклад «Колесо судьбы» на прошлое, настоящее, будущее. Это такой магический расклад, который пришел к нам с древности. Что было, есть и будет. Карты вкладываю назад в колоду. И будем делать колесо судьбы. Я предсказываю прямые перевернутые карты. Это видео актуально в тот момент, когда вы нажали, потому что высшие силы не понимают времени. Высшие силы хотят, чтобы вы были счастливы всегда и везде. Итак, здесь будет расклад на прошлое, настоящее, будущее. В 3 позициях, а если их будут, много карт будет. Здесь прежде всего 3 карты сигнификаторов. Я выбираю в таком случае. Это ваша судьба, это ваша аура. Да? Там есть все возможности. И будущее многовариантно, если вы знаете, да? Ничего не бывает случайного. Когда вы думаете, что будущее случайно, вы ошибаетесь. Жребий бросает сам Творец, потому что будущее многовариантно. И ваше будущее зависит от того, кто смотрит сегодня на реальность. Вы видите реальность как возможность воспользоваться тем, что у вас есть, чтобы приумножить, и на тех картах, которые вышли, это показано, либо вы видите негативно все. Все зависит от того, кто сейчас смотрит этот расклад через вас, какое я смотрит. Я из какого-то негатива или я из того, что есть возможности в будущем. Я хочу сказать, что у каждого человека есть возможность быть счастливым и богатым. В 1000 раз больше, чем вы думаете. Это уже сейчас вот ученые статистики это подметили. Ну, эзотерика знала это 1000 лет назад, да, 1000 лет назад. А ученые статистики сейчас это подметили. Девочки, расклад нужно смотреть весь. Его нельзя смотреть фрагментами, потому что фрагментально это же не ответ. Понятно. Вот слово «общее» я не люблю. Потому что, как же, вы же не общий, я же стадион не собрала. Вы у себя дома сидите. Если бы вы заказали, предсказатель тоже взял бы карты, так точно, как и я, те же самые, или другие общие карты взял бы, да. А переваривать-то вы карту будете по-своему. Поэтому общие расклады, так называемые, они лучше, чем заказанные. Вы кайфуете, вы думаете не для вас, а высшие силы выдают вам этот вариант в будущем, да. Подсознание здесь... Все идет о вашем подсознании. Что там произойдет, так будет ваше будущее. Поэтому общие расклады лучше заказанных, на мой взгляд. Нужно другое слово подобрать. Мне не нравится слово «общее». Не нравится. Итак, здесь прошлое, настоящее, будущее. Будет большой расклад на прошлое, большой на настоящее, большой на будущее. Смотреть нужно все видео от начала и до конца. В прошлом вышла карта Солнце прямая. Высшие силы вас очень защищали в прошлом, а вы об этом и не знали, да? В настоящем вы о чем-то очень волнуетесь, я потом конкретно опишу. Это чаша любви перевернутая. Вы где-то... Вас обидел любимый человек вами. И будущее – это 3 меча. Она говорит, что будущее
в ваших руках. Будущее в ваших руках. Смотрите, какая вышла тройка меча. О чем она говорит? Она говорит о том, что вы сами вошли в такое состояние, когда, может быть, вас запугали колдуны. Это карта Ворона, центральная вот это говорит. Может быть, вас запугали колдуны. Может быть, есть сейчас люди, которые негативят в вашей жизни. И, может быть, вас предал любимый человек. Мы посмотрим, как можно будет исправить вот это состояние. Понимаете, будущее зависит от настоящего. Если в настоящем у вас чаша любви перевернута, я знаю, что вас обидели в любви. А если вы смотрите с позиции обиды на мир, вам нужно исправить сейчас, чтобы в будущем запрограммировать себя на успех. Ну, смотрите, он вышел перевернутый, да, я его сделала так, потому что мне хочется узнать, что именно здесь происходит. Вы любили мужчину. Вы любили мужчину, который вас предал. Вы любили мужчину, который вас предал, к сожалению. Карта Луна прямая. У вас будут новые отношения. Именно по судьбе. Луна-то по судьбе. Зачем он вас предал? Ну, потому что, во-первых, он бы предал любую женщину, он и будущее свое предаст. А во-вторых, для того, чтобы освободить место для новой любви. У вас будет новая счастливая любовь. Вот в чем дело. Но вы боитесь, вы мне не верите. Вы не верите, вы еще до сих пор волнуетесь, вы до сих пор в страшном состоянии. А может быть, даже была какая-то кладбищенская магия сделана. Ой, люди делают такие вещи, зачем они это делают? Итак, Верховная Жрица перевернутая. Колдун сделал, который сказал, что он поможет. Когда Верховная Жрица в прямом движении, это та, которая вас спасает. В перевернутом движении это темные силы. То есть в прямом движении Верховная Жрица – это работники света. В перевернутом – работники тьмы. Работники тьмы поработали над тем, чтобы сглазить ваши отношения. Но я вам скажу, что сильную любовь никто не может сглазить. Мужчинка-то был слабоват, поэтому его и сглазили. Итак, в прямом движении справедливость. Обратка пошла врагу. Вот смотрите, эта карта должна вас успокоить и сказать вам, что все будет хорошо. Да, мы закончили расклад на настоящее. Сейчас я перехожу на другие расклады. И я здесь вижу, что у вас будет все хорошо. Это прямая карта. Справедливость. Так что обратка пошла. Вы очищены от негатива. Это очень хорошее знамение. Очень хорошее знамение. Смотрим дальше. А девочки и мальчики, у вас будет денежка. Сделано было на деньги тоже. Да? Вы не удивлены, вы сами знали об этом, вы чувствовали. Один из этих мечей был на деньги, обратка пошла, деньги к вам возвращаются. Здесь дети на карте, это новые деньги. Вот орех это, да, тот, который пророс, как бы орех, да, символический, и дает вам всходы новые. То есть один орех дает миллионы, миллиарды орехов. Кто-то станет очень сильно богат. У вас будут приходить новые денежки. Прямая карта. Шестерка жезлов. Она говорит о том, что вы будете в славе, в почете, вы будете популярны. Высшие силы вам помогают быть популярной. То есть это ваш бизнес будет в 6 раз лучше, чем был до кризиса. Вы будете помогать людям, вы будете делать свое дело благородно, а вас будет идти хорошая слава, к вам будут обращаться новые, благородные, достойные, качественные заказчики. Если у вас есть какое-то дело свое, рукоделие, парикмахерское дело, медсестра, если такое какое-то дело есть, да, если вы работаете на предприятии, вас повысят в должности. Если вы спрашиваете о здоровье, я здесь вижу, у кого-то очень волнуется о себе или о родных. О здоровье волнуется тройка меча. Что будет в будущем о здоровье, кто-то спросил, потому что тройка меча говорит, что кто-то очень волнуется о здоровье своем или о здоровье своих близких. Лечение есть, выход есть, здоровье будет улучшаться. И сила появится. Появится сила жить. Самое главное, что нужно знать по этой карте, появится сила жить. Будут средства даже на покупку квартиры,
на развитие своих дел, будет денежка на новую одежду красивую, будет денежка на создание семьи, потому что перекрыта дорога колдунам. В общем дело, здесь колдуны были, но это понятно, тройка меча это карта колдунов. Это на вас или родовые колдуны. Серьезно сделана была порча, подпорчена была жизнь. Но мы видим, что именно сейчас это тоже мощное исцеление. Это же не только предсказание, потому что я вообще знаменита в мире чем? Моими чистками, все это знают, да? Каждое мое предсказание, оно имеет тоже мощную энергетику защиты и чистки. Здесь вы очистились от негатива, особенно на мужчину был негатив, потому что чаша, перевернутая чаша, кто-то перевернул вашу чашу любви. Но карта Луна, старший аркан в прямом движении, говорит, что сейчас вы начнете себя питать. Луна в астрологии – это когда вы находите то, к чему у вас есть предрасположенность в профессии, и становитесь богаты. То есть свой талант находите. Луна – это таланты из прошлых жизней. Так меня Джо научила, это самое верное ее прочтение. Но в карте Луна есть еще другие тонкие прочтения. Все зависит от вопроса, другими словами. А также Луна – это когда есть женщина счастливая в эротическом плане с мужчиной. Заметьте, что мужчина-то у вас есть, любит вас. Здесь может также для многих быть новая встреча с мужчиной. Сейчас мужчины меняются, они становятся другие. Сейчас мужчины становятся другие, они перестают иметь в себе такую бесовскую составляющую. Вы знаете, о чем я. Вообще мужчины были ужасные. Все последние 2000 лет, как мы можем проследить историю, мужчины были звери. Поэтому да, это так. Теперь они меняются, теперь они становятся лучше, благороднее. Они начинают понимать женщину лучше. И вы найдете такого мужчину, который будет вас уважать как личность и будет вас страстно любить. Также я вижу денежки, так что мужчина будет денежный. Я вижу, что это укрепит ваше здоровье, потому что когда все везет, все хорошо идет, есть деньги, есть любовь, здоровье это поправляет. И уходят вот эти привязки колдунов, которые, несомненно, сделаны. Кладбищенская магия здесь вижу, да. Здесь черный маг работал. Но черный маг будет наказан, это 100%. В прошлом вышла карта Солнца, а это карта защиты высших сил. Вот понимаете, маг мог сделать только временно на вас что-то, потому что Солнце это говорит о том, что... Посмотрите, какая карта Солнца здесь, да, такие красивые карты. И это карты итальянские, но как-то нашей славянской душе очень это близко все, да, очень близко. Так что Солнце говорит, что вы-то под защитой были, поэтому... колдун, он не проник в самый центр вашей ауры, он смог пробить только немного защиты. И вы себя чувствовали очень плохо, физически дела не шли, чувствовали себя плохо. И вы себя как начинаете программировать на неудачи. Но этот канал, вот то, что я сейчас открыла, канал связи с высшими силами, он аннулировал работу колдунов, и он сказал, хватит программировать себя на неудачи, хватит. Вы знаете, что было в прошлом? Несмотря на то, что была защита, здесь вышел перевернутый рыцарь меча. Это и есть карта этого колдуна, конечно. А жестокого мужчины, какой-то очень жестокий мужчина. Наверное, колдун-мужчина что-то сделал. Может быть и так. Или же женщина с мужской энергетикой. Вообще любая черная колдунья, она имеет в себе мужскую энергетику. Женщина с мужской энергетикой что-то сделала. Поставлено было на деньги. Эта карта десятка пентаклей перевернутая. Да уж. Ну, смотрите, пробить-то они не смогли много. Немного пробили, да? Только первые круги защиты пробили. Ну, был какой-то инструмент у колдуна, какой-то серьезный инструмент. Но сразу, как только он начал внедряться, сразу вышел. Вот это же тотемный олень, да? Это защитник вашего рода. У многих девочек нас славян. Сколько у кого процентов славянских корней, неважно. Тотемные животные – это олень и медведь. Вот эти два тотемных животных самых сильных у нас славян. Я здесь вижу, что еще за вас заступилась полярная сова. У девочки здесь, где я живу, я однажды была в лесу, и просто полярная сова вот так вот прошла. Но они небольшие, они меньше, чем совы такие, да, серенькие.
И у нас есть место, где полярные совы просто на побережье сидят. Вот их можно издали увидеть, там тысячи их. Это что-то, там энергия просто великолепная. Это ангелы сидят, они всегда летят, когда вам нужна помощь. Они как стрелы летят, вот так, да, крылья так они парят. Очень красиво. Так что защита полярной совы есть, защита есть вашего тотемного оленя. Но не пробили они защиту, они пробили ее очень, так, знаете, поверхностно. И чувствовали, что не могли проникнуть вовнутрь, поэтому заказано было кладбищенское. Но обратка пошла, вот в чем дело, потому что после девятки меча есть карта справедливости, пошла обратка. Повешенный. Повешенный – это старший аркан, вы знаете. Когда было сделано? Лет 12 назад, может 22 года назад, может это 12-е поколение, да? От сегодняшнего дня тоже могло задействовать 2-е, 12-е, 10-е поколение. Если говорить о памяти рода, если о годах 2 года назад или 10 лет назад. Вспомните, что тогда происходило в вашей жизни, какие были проблемы. Здесь повешенный в таком состоянии, когда вам нужно побыть у себя внутри. Да? Вообще карта повешенной по астрологии – это 4-й дом гороскопа. Она показывает на то, не торопитесь проявиться в мире, не торопитесь идти дальше. Подождите, пока будет исцеление. Это было в прошлом. В настоящем уже исцеление пошло, но вы еще до этого расклада не знали о том, что исцеление пошло. Не знали. Теперь вы знаете, потому что карта справедливости вышла. Итак, что я здесь вижу? Да и вы тоже видите вместе со мной, да, при вас беру. Это карта император в прямом движении. Это очень хороший расклад. Что говорит карта император в прямом движении? Что прежде всего вам высшие силы сообщают, сейчас есть императорская защита. Но это вот весь кладбищенская магия, да, колдун, всходит на нет. Буквально сошло все на нет. Да, девочки, в настоящем больше карт, потому что диагностика настоящего, да. Это как мне мой учитель Джон сказал, мы считаем прошлое, настоящее и будущее сегодня. Это такое чувство у вас сейчас возникло, что вы считаете, открыли в хрониках Акаши свою жизнь. Вы зашли туда, вы можете туда зайти, только вы, кстати, имеете туда доступ. Вас проводит Архангел Михаил, и вы туда заходите, вы открываете книгу жизни. И в настоящем вы прочитываете сразу 3. Это прошлое считаете в настоящем и будущее в настоящем. Поэтому в настоящем больше карт. Поняли, да? И вы видите, старший аркан Луна в прямом была. И умеренность тоже старшая, вернее, justice, справедливость. Она тоже была в прямом движении. Так что здесь защита вашего рода. Луна – это защита рода, очень сильная, крепкая защита рода. А справедливость говорит, что обратка пошла колдуну. Наказаны все колдуны. На что было поставлено, еще раз повторюсь, поставлено было на то, что закрыты были ваши таланты. Это Верховная Жрица. Перевернутая вышла, да? Закрыты ваши были таланты. И книга вашей жизни, то есть хроники Акаши, были закрыты, к сожалению. Да, но была поставлена кладбищенская магия. Здесь книга у Верховной Жрицы в руке, это хроники Акаши ваши. Черная свеча. Если перевернутая, это был темный маг. Если в прямом, это светлый маг. Светлые силы. Я светлые силы. Я открыла ваши хроники Акаши. Мы переписали те страницы, которые были загажены. Вы знаете, кем было загажено. Кстати, вот колдун, он одна из частей его атрибутики, что он через кого-то передает вам, что он наколдовал, чтобы вас запугать. И вы скажете, нет, этот колдун этого человека не знает. Да, он работает хитро, он не знает этого человека, но это как бы через человека, через человека. Потом совершенно нейтральный человек, который чей-то знакомый, чей-то родственник. И вы знаете точно, что, колдун этого человека не знает. Да, не знает. Но он передал цепочку, чтобы вас запугать. Вы поняли, да? Колдун обязательно, это часть его работы. Он вначале вас запугивает. Да, была сделана черная магия. Все, запугивает, потом начинает внедряться. Вы поняли, да? Карта Верховной Жрицы перевернутая.
Что делают мои чистки? Они убирают это колдовство. И самое главное — убрать страх. Я убираю страх. Я убираю и чищу вас от страха. Все. Но защита-то у вас родовая. Вот в чем дело. Когда такая предиагностика, вообще карта прошлого — это всегда предиагностика. И мы видим, когда такая предиагностика, ну что бы там ни делал колдун, посмотрите. Это карта Солнца в прямом движении. Это ваш тотемный олень. Это ваш род. Посмотрите, красные розы. Успех, счастье, любовь. Вы рождены для счастья, вы рождены для больших денег. Я вам это говорю как белый маг, как работник светлых сил. И полностью испортить у него не удалось. Тем более, что очень хорошо, что вы нашли этот расклад, потому что мы сейчас с вами почистили что? Родовую память. Потому что Луна — это прошлой жизни. Луна прошлой жизни мы почистили ваш род, почистили года. В 10 лет, когда вы были подростком, что-то было сделано, в 5 и в 3 года. Вот туда идем назад, чистим детство, юность. А также было сделано что-то 3 года назад на вас и 5 лет назад. Или 10. Если, например, вам сейчас 50 лет, в 40 лет что-то было сделано, или в 45. Или в 47. Ну, это я пример привела, вы уже свои годы посчитайте, пожалуйста. Карта Луна вышла прямая, то есть чистка произошла. Карта Справедливость вышла прямая. Колдунам пошла обратка. Почему я это знаю? Потому что если бы вы не посмотрели этот расклад, если бы так случилось, да, что вы не посмотрели этот расклад, что бы тогда было? Тогда было бы вот это. Как я уже сказала, будущее многовариантно. Все зависит от того, как вы смотрите на сегодняшний день. Если вы смотрите на сегодняшний день и выбираете вариатив счастья, счастье приходит. Но до сегодняшнего дня вы не могли видеть счастье. Колдун сделал пелену у вас на глазах. Кладбищенская магия сделана. И вы не видели. Вы не верили в свои деньги, вы не верили, что вы можете заработать. Мне пишут: я пенсионерка, откуда придут деньги? Вы что, шутите? Ну, я тоже в пенсионном возрасте. Мой муж в пенсионном возрасте, он прекрасно зарабатывает. О чем разговор может идти? Причем здесь пенсионный возраст вообще-то. Вообще-то, кто думает, что он уйдет на пенсию, тот не понимает, что человек на пенсии, он, если не работает, он долго не живет. Мы не можем просто отдыхать потом. Да? Ну, например, если вы были столеваром, на пенсии вы будете делать что-то другое, но что-то делать будете. Будет отдыхать там ваша спина больная, если вы тяжело физически работали. А когда вы там на пенсии, вы другое дело будете делать, дорогие мои. Вы будете делать дело, которое будет вам приносить новую денежку, и которое даст вам славу и почет, которое даст вам радость, счастье. Вообще человек должен работать, сколько он дышит. Потому что через работу человек реализуется, становится счастливее и здоровее, радостнее. Невозможно быть радостным, смотреть сериалы целый день и думать: теперь я буду отдыхать. Но кто отдыхает? Где отдыхают? Вы знаете, под землей, да? Там отдыхают. А в жизни человек должен радость получать от работы. И от того, что он устал, нужно отдохнуть, и радость работы, и радость отдыха. Вообще отдых — это просто смена деятельности, если кто не знает. Да? Когда мне пишут такие письма, это, конечно, человека такого жалко. И я всегда на комментарии отвечаю в моих раскладах. Кто-то пишет, не отвечает. Разве можно так сказать? Разве можно так сказать? Я каждый раз в раскладах отвечаю на комментарии. Итак, это ваше будущее. Здесь вышел император. Это вы, во-первых, карта голографическая, нужно войти в это состояние. Не бойтесь. Потому что я светлый маг. Я светлый маг, я светлая верховная жрица. И я вам помогу туда войти. Но с вами я выходить в карту не имею права. Я могу в эту карту входить, когда я сама с картой работаю. Тогда это голограмма для меня. Но сейчас я работаю для вас, помогаю вам. Просто проводник. Поэтому представьте себе, что это голограмма, то есть оболочка. И в этой оболочке в каждой гене вот того, что вы видите, в каждой маленькой клеточке есть отражение всего. И это отражение счастья, радости, успеха, благородной защиты,
Мужчина, который возьмет за вас ответственность. Может, вам и не нужна в 21 веке его ответственность. Ну, приятно, да? Приятно. Мне, например, не нужна ответственность мужа за меня. Но мне приятно, что он хочет ее взять. Ну, а может, вам нужна ответственность такого человека? Может, вы сейчас слабые, и вам нужно, чтобы мужчина дал вам силу, защитил вас, дал вам эту мужскую энергию. Тогда войдите в эту карту голографическую. Девочки, не бойтесь и не стесняйтесь. Здесь нужна смелость. Чтобы войти в карту мужчина, император для женщины, нужна безумная смелость. Безумная смелость. Вы должны войти в эту карту, если хотите воспользоваться ее помощью. У вас в руках все фазы Луны. Кстати, император, но он имеет знаки императрицы. Вы поняли меня? Хинт-хинт, подсказка. Вернее, не императрица, а верховная жрица даже. Это император, но у него почему-то жезл верховной жрицы со всеми фазами Луны. Это корона верховной жрицы. То есть говорит, что этот император – это вы, если вы даже женщина. Потому что нужно иметь в себе стержень мужской. Когда женщина молода, когда у нее мышцы играют и когда у нее хорошая осанка. А это только происходит, когда вы входите в эту карту и вы получаете от императора силу. А также, когда вы войдете в эту голографическую карту, сядете на этот трон, вы сразу будете привлекать любовь. Мужчину, который будет для вас тем единственным и любимым. Тем единственным и любимым. Итак, делаем с вами, девочки, обереги для всех знаков зодиака. Знаете, что я не буду брать эту колоду для оберегов. Я для оберегов возьму лиловые вишневые сумерки нам, да? Лиловые вишневые сумерки. Девочки, я делаю по стихиям, там меня уже копируют, пошло копируют, конечно. Нельзя что копировать других людей, да? Люди некоторые, они обереги тоже делают, как я. Они тоже делают по стихиям, как я. О май гад. Не имеют своих талантов. Девочки, делаю стихии давно, очень давно. Обереги делаю, наверное, года 2 уже делаю обереги, да. Можно проследить, конечно, это все. Итак, это обереги по стихиям. Стихия Солнца главная. Вы знаете, если у меня уже давно, если новенький, вас приветствую, очень рада. Обереги для побочных стихий – это другие 3 стихии. То есть все 4 стихии есть в вашем мире. Да? Для огненных знаков – львы, стрельцы и овны. Поставлено вам сильно, да? Поставлено вам сильно. Оберег у вас дом. Оберег у вас ваш дом. Защита дома идет. Девочки, поставлено сильно. Маг работал. Ну, карты гадают. Просто мороз по коже идет, да? Ну, поставлена кладбищенская магия. Да. Жалко, конечно. Но ничего, ничего. Мы победили ее. Карта справедливости ее победила. Не переживайте. Уважаемые знаки огня. Поставлено на вас. Поставлено. Родовая магия сделана. Луна и крест. Но Луна и крест, они просто говорят вот об этих 2 картах. Луна и крест. Луна и крест Таро, они по-другому выглядят, но то же самое. Да уж, да уж. Но 3-я карта сказала, что все перекрыто. Перекрыта дорога колдунам. Ваш оберег – это карта дом. У вас есть защита высших сил. Девочки, это огненные знаки. Огненные знаки. Теперь смотрим дальше. Здесь будут знаки стихии Земля. Вам будет расклад на оберег. К вам относятся тельцы, девы и козероги. Смотрите, что делается. Показано все. Да, эта магия была на сексуальность сделана. У меня, кстати, есть теперь сессии эротические на Декамерон. Уже многие пользуются с удовольствием, так что рекомендую. Здесь магия была сделана на мужчину, на отношения личные. Итак, 3 карты беру, как вы поняли, да, для всех. Книга. Ну что, это открытые хроники Акаши. Мы сейчас переписали все, как карты гадают, да. Смотрите, показываю, так точно и здесь. Они подтвердили, что был негатив. Здесь кладбищенская магия была на знаках огонь и дом защита. А здесь была магия, связана на отношения. Это мужская потенция и на отношения. Туча – это сильно магическая карта. И смотрите, защита.
защита вашего рода. Эта карта похожа на Солнце, это защита вашего рода. Есть защита, так что все хорошо. Это было для знаков Земля. Теперь для знаков Воздух. Теперь для знаков Воздух. А ну-ка 3 карты возьмем. Я вижу башня, я вижу дерево, и я вижу Солнце. Понятно. Та же история. Родовое одиночество. Негатив был на родовое одиночество. Смотрите, чем все перекрывается. Вы поняли, Солнце дважды. Был поставлен негатив на родовое одиночество и на ваш бизнес, на ваши дела был негатив поставлен. Дерево – это ваше саморазвитие, на здоровье, на родовое одиночество, на бизнес. Но это карта универсальное дерево, да, она показывает и здоровье, и род, показывает, а также вот башня – это же бизнес и одиночество. На это был поставлен негатив. Смотрите, да, сегодня мощная защита. Вот карты гадают, показывают, смотрите, какая защита. Солнце, но здесь без комментариев, да, для уважаемых знаков. Воздух, а здесь будет для уважаемых знаков вода, раки, рыбы, скорпионы. Плетка, плетки, да, плетки. Но здесь это колдовская карта, конечно, плетки. Колдовская карта на новые отношения, перекрытые дороги на любовь. Что мы видим? Вы выберетесь, у вас лиса, как тотемное животное, это значит искать свой путь. Смотрите, плетки – это колдун, конечно, колдун поставил на закрытие дорог. А колдун поставил на закрытие дорог, ну и дурак раз поставил, потому что, смотрите, вы найдете новую дорогу. Лиса – та, которая идет своим путем и находит себе новые дороги. Класс, правда? Просто полный класс. Лиса – та, которая идет своей дорогой и находит свой путь. Так что вам перекрыли дороги на любовь, скорее всего, и на новые встречи, на новые партнерские соглашения, перекрыты дороги на новый бизнес. То есть вообще вот то, что вот всадником является, да. Но вы не тушуйтесь. Ну и дурак-колдун, потому что вы найдете еще круче дорогу. Лиса – это та, которая идет своим путем. Это бизнес-леди лиса. Это женщина, которая кормит своих детей самой лучшей едой, которая имеет самый кучерявый дом и мужчину самого кучерявого. Почему? Потому что лиса – это ресурсы. Это свой бизнес, это свой дом. В природе лиса заботится о своих маленьких больше, чем другие животные. Она готова растерзать свой мир для своих детенышей. Так что вы пойдете новой дорогой. Вообще, какие классные расклады, я обожаю. Теперь я вот это все соберу, а оставлю только обереги. Итак, оставляем оберег для знаков дом, для знаков огонь, оберег ваша книга жизни, ваш род для знаков земля. Оставляем оберег для знаков воздух, это солнце, победа, успех. И оберег для знаков воды, на мой взгляд, тоже очень мощный. Это у нас карта лиса, а это значит, что вы откроете свои дела, у вас откроются дороги на любовь и на деньги. Классные карты. Вообще карты со мной всегда так гадают. Правда, тот, кто взял карту, если кто не знает. Закон эзотерики. Девочки, ставьте пальчики вверх. Уважайте монетизацию. Благодарю. Огромное спасибо спонсорам канала. Когда вы подписаны, вы родные на этом канале. Значит, я для вас раскладываю. Вообще ничего не стоит. Бесплатная подписка, да? Но для вас раскладываю. Что еще хочу сказать? Сейчас собираю карты. Всем воздушные поцелуйчики. Где у меня здесь вся колода? А вот она. Всем воздушные поцелуйчики. Всем желаю счастья. Всем желаю счастья. Всем, кто ко мне пришел с добром, я желаю добра, конечно. Да? И если у кого-то есть несколько вопросов касательно того, как я работаю, можно оставить комментарий, я на видео обычно отвечаю. Пока-пока, друзья. А те, кто остались на минутку, может быть, у вас есть какой-то вопрос ко мне, как к личности, вот такой вопрос, да, такого характера. Потому что предсказание все показало. По предсказанию я не буду добавлять, потому что высшие силы обидятся, если я вдруг начну спрашивать, а для меня конкретно. Здесь было для каждого конкретно, друзья.
Да? Так что, если есть вопросики, я вот посмотрю. Спасибо, кто пишет добрые слова. Я вас тоже обожаю, просто люблю от сердца. Всегда для вас работаю, всегда хочу помочь. Для меня большое счастье, это мое предназначение, помогать людям безвозмездно. Да? Спасибо, спасибо всем. Сейчас смотрит почти 3000 человек, это для меня большая радость, потому что общение — это огромная радость. Вообще-то общение — это подарок судьбы, если кто не знает. Просто чисто общение, без всяких обязанностей, да. Вот смотрите, я же взяла карту для воздуха. Зачем вы хотите обидеть высшие силы? Нельзя так делать. Карта для воздуха была шикарная, солнце, уже лучше не придумаешь. Зачем же такое писать? Девочки, девочки, берегите свою духовность, уважайте высшие силы. Кто же не верит гаданиям моим, а? Это же настоящая духовность, так как в церкви здесь, да? Девочки, кто спонсор канала? Благодарю от души. Благодарю, благодарю. Ну вот смотрите, кто спрашивает, что ждет меня с таким-то и таким-то человеком. Но здесь же было все сказано. Высшие силы работали. Вот многие не понимают, думают, что это я так от себя говорила. Вот никогда не говорю от себя. Курение влияет ли на работу чисток? Нет, не влияет. Курение — это та привязанность, которую можно лечить. У меня есть чистка избавления от алкоголя и курения. Найдите ее, она есть в чистках. Бесплатно все. Да, ну как не успели? Можно всегда пересмотреть. Стоит ли учиться? Ну, стоит ли учиться? Вы смеетесь. Учиться всегда стоит. Стоит ли учиться у меня? Ну, конечно, стоит, потому что я очень благородный и щедрый учитель. Вы при оплате получаете ссылку, на которую вы платите за то, что есть ссылки. А все новое приходит к вам бесплатно по ссылке. Вообще стоит всегда учиться. Не в книге дело, а в том, кто ее читает. Понимаете? Я многому училась в своей жизни, что я не практикую даже, но это меня сделало сильнее, развило мою душу, мои знания такие, у меня большие знания в алхимии, потому что я алхимии 4 года только одну училась, понимаете? 4 года Таро только училась. Ну, такие дела, конечно, обучение — это всегда хорошо, но если у вас есть возможность заказать уроки, конечно. Вот так. Всех вас очень люблю, обожаю. Всем желаю счастья, всем, кто меня любит. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся на моих следующих видео. Жду ваших комментариев. Я сразу после расклада всегда сразу начинаю читать комментарии, что девочки пишут, кому помог мой расклад. Вообще очень многим помогает. Мне пишут, что я семью их спасла, я не с мужем в лучших отношениях, или помогла убрать препятствия, снять какой-то сглаз. Люди начинают находить любовь. Кстати, очень рекомендую мои эротические лекарства, да, на Декамерон. Очень рекомендую. Всем любви. Кстати, есть по Ленорман 12 курсов, есть по Таро 12 курсов. Все есть у меня на сайте. Сайт, переход есть гармошки под каждым видео, kolenatarot.com. Заходите, смотрите, нажимайте там на все, потому что у меня сайт надежный. Я плачу много денежек, чтобы он был надежный. Да? На все можно нажимать. Нажимаете, читаете, там все написано о каждом курсе. Если что-то подходит, приобретайте. Подумайте, походите день, потом опять посмотрите. И вы выберете то, что вам нужно. Пока-пока всем.